Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Ультравиолет, и вы попали на канал Creative Second Life. И сегодня мы будем ломать пальцы персонажам. Шучу! На повестке дня создание бента поз. Вам понадобится открытый Firestorm клиент, включенный Blender, установленный в нем аватар подходящей версии. Первым делом нажимаем Delete и удаляем нам ненужный кубик. Теперь нам нужно создать пол, чтобы вы могли ориентироваться, провалились ноги вашего персонажа под него или нет. Нажимаем Add Mesh Plane. Появляется вот такая панелька. Вам необходимо нажать на вот этот значок, похожий на стрелочку, и растянуть его немножко, потому что вначале она довольно маленькая. Теперь заранее выбираем полукруг, он нам понадобится для правки поз. Снова нажимаем Add, но в этот раз нам нужен аватар. Выбираем третью сверху строку и нажимаем. Нам нужно немножко подождать, пока загрузится наш shape. Немного по управлению. Зажимая колесико, вы можете крутить ваше изображение. Ctrl плюс зажатое колесико, приближение и отдаление. Shift плюс зажатое колесико, движение изображения. Немного бывает неудобно, когда вы работаете одновременно и в Excel, и в Blender, но со временем можно привыкнуть. Нажимаем слева аватар, Rig Display. И здесь нам немного позже, но все же потребуется вот эта кнопочка Hands. Она добавляет нам пальчики. Сразу мы не будем за них хвататься, потому что они на первых этапах просто не нужны. Поэтому мы просто подвинем это окошко. Мы сегодня постараемся создать, на мой взгляд, простую позу. Однако хочу заметить, что двигать пальцы в блендере довольно сложная задача. От вас требуется понимание того, как двигаются кости. Да, казалось бы, все очень легко и просто. Но в блендере есть своя механика для костей пальцев. И, честно говоря, это не очень удобно. Но со временем я начинаю разбираться в этом. Надеюсь, что мы сможем сделать что-то подобное. Для начала приблизим нашу модельку, и нам нужно опустить руку. Правой кнопкой мыши выделяем нужную кость и опускаем. Нам нужно создать изгиб руки, которая будет приближена непосредственно к лицу аватара. Как мы видим на картинке, рука у нас идет примерно так. Значит, нужно ее немножко повернуть. Вот этот полукруг отвечает за плечевые кости. Нам нужно подвинуть руку вперед, чтобы она не проходила сквозь грудь. Кроме пальцев, вам также понадобится понимание того, как двигаются кости реального человека. В плане остальных костей, рук, кисти, ноги и так далее двигается вполне естественно здесь. Поэтому, если у вас не получается подвинуть так или сяк вашу косточку, попробуйте стать в эту позу в реале. Возможно, вы поймете, в чем причина. Ну, я думаю, примерно так будет нормально. Чтобы другая рука не мешала обзору, и в нашей позе она не выглядела непонятно чем, мы ее опустим. Нужно немножко ее согнуть. Если вы сделали неправильное движение костью, то можете нажать Ctrl-Z. Также, если вы хотите подвигать сразу несколько костей, нажимаете Shift и зажимаете еще одну кость. Нам нужно проверить,
как это выглядит непосредственно в Excel. Для этого справа мы можем закрыть все ненужное, опускаем в самый низ. На английском языке нажимаем дважды A и один раз I. Нам нужно выбрать Load Log. Теперь нам нужно выбрать формат позы в Excel. FPS ставим 25, а стартовый и конечный кадр по нулям. Экспорт обязательно через кнопку. Ни в коем случае не делайте его через файл. Если вы сделаете экспорт через файл, то ваш клиент Excel просто не увидит позу. Поэтому всегда только через файл. Но есть еще одно но. Вам нужно обязательно сохранить свой файл, потому что тогда вам не придется искать, где же вам экспорт сделать. Каждый раз будет открываться документ, и вы будете искать, где же ваш файл. У меня здесь тестовая поза, я ее часто пересохраняю. Вы же должны создать новый файл и сохранить. Теперь вы можете сделать экспорт вашей позы. Также у меня имеется здесь тестовый файл для позы. И нажимаю экспорт. Также можно нажать двойным щелчком. Тоже будет экспорт. Я выключу свою превьюшную позу. Зажав Ctrl и Alt на клавиатуре, вы можете двигать камеру непосредственно в самой игре. Это эффект от Alt и левой кнопки. Это Ctrl и Alt. Ну или просто Ctrl. Но мне как-то привычнее 2 зажимать. Нажимаем строительство, загрузка и вот на эту полосочку сначала. Если вы планируете делать несколько поз, вам будет это крайне полезно. Нажимаем анимация, выбираем нужную нам позу и открываем. Здесь обязательно нажимаем цикл, иначе ваша поза будет пролетать так быстро, что вы и не заметите. Нажимаем проигрывать, и чтобы не раздражал бегунок, мы нажимаем паузу. Теперь мы можем подвинуть в сторону, и мы видим, что наша рука заходит в грудь, но в плане лица она находится на подходящем уровне. Значит, нам нужно поправить только часть касательно груди на данном этапе. Открываем Blender, и нам нужно подвинуть руку. Я думаю, мы отодвинем ее немножко в сторону и вперед. Но на этом этапе нам нужно задействовать плечо, иначе рука будет уже выглядеть более ломано. Снова нажимаем 2 раза I, 1 раз I и экспорт. В этот раз мы выбираем тот же самый файл. Это очень важно, потому что вам не придется несколько раз перезагружать через открытие файла. Вам достаточно нажать вот эту кнопку и заново запустить позу. Отлично. У нас теперь не входит так сильно в грудь. Можно отодвинуть еще немножко, чтобы было более естественно и натурально. Также рекомендую подвинуть здесь немножко кисть, чтобы она не так сильно входила в руку. Снова тестируем. Перезагружаем. Отлично. Теперь грудь совершенно не мешает. Даже на этом этапе поза выглядит довольно симпатично. Однако не стоит забывать, что сейчас на мне стандартная поза от твиста, поэтому нам нужно пальчики самим настраивать. На этом этапе мы можем сохранить нашу позу. В случае, если мы что-то сделаем не так, мы сможем вернуться. Даже, пожалуй, сначала включим наши косточки на руках. Теперь можно отодвинуть это полностью. Сохраним, чтобы открыть можно было именно с костями. И приступаем к самой сложной части, а именно настройки пента костей.
Я долго не могла понять, как же двигать вот эти суставы. И, честно говоря, я до конца я так не поняла, но у меня есть пара догадок. Вам придется использовать комбинацию из красной и синей полосы, оси, если правильно говорить, чтобы подвинуть их ближе друг к другу. Как видите, они уходят вперед, назад, поэтому довольно сложно бывает подвинуть их. Вам нужно делать нечто вот такое, чтобы подвинуть их поближе. Сейчас мы можем посмотреть, как в такой позе смотрятся наши пальчики. Отлично, мы немножко их сдвинули поближе. На нашей картиночке рука не доходит до губ так сильно, как у нас. Нам нужно ее подвинуть немножко правее. Также мы видим, что кисть развернута, она смотрит влево. Нам нужно это тоже учесть на своей позе. Снова открываем блендер и немножко двигаем руку. Не только так, но и вот так. Думаю, это должно быть достаточно. Также нам нужно повернуть кисть, чтобы она смотрела немного более левее. И немного ее наклонить. Я думаю, стоит подвинуть руку вот так, чтобы она получилась более наклонная. Снова смотрим на нашу картинку и понимаем, что нам надо еще двигать и двигать. Когда вы добиваетесь какого-то желанного результата, обязательно сохраняйте, потому что шаги отмены здесь довольно ограниченные, и вам может прийтись восстанавливать позу уже обратным ходом, и это довольно сложно. Вначале я пару раз так ошибалась, и потом у меня были такие пальцы, я точно их сломала. Мы ковыряемся в носу. Ха-ха. Так, нам нужно ее как-то пониже опустить. Я думаю, для этого стоит опустить само плечо. Проверяем обязательно, потому что мы помним, что поза входила в грудь. Ну, почти идеально. Ключевое слово «почти», как всегда. Отлично. Нам нужно подвести руку немножко поближе, чтобы кисть касалась лица. И можно продолжить создание позы на руках. По-моему, замечательно. Теперь нам нужно рассмотреть, как непосредственно на самих пальчиках все это расположено, их ракурс. Начнем мы с первого пальца, указательного. Я думаю, эта поза будет самая простая. Сохраним на всякий случай наш файл в таком виде. Этот палец можно подвинуть. Итак. Нет, я об этом еще пожалею. Оставим его в покое на время. Нам нужно согнуть немножко палец во второй фаланге. При этом первую фалангу постараться не трогать. Честно говоря, это сложная задача. Здесь, я думаю, нужно поднять кисть немножко.
Пальчики на нашей картинке смотрят довольно прямо вверх, поэтому нам нужно немножко это вот все подвинуть. Да, я думаю, примерно так. Теперь нужно аккуратненько, очень аккуратно повернуть палец. Видите, что бывает? Да, фаланги они такие. Если ваш палец ушел в сторону, помогаем ему вернуться на место другими осями. Честно говоря, такое случается часто, очень часто. И я не знаю, как с этим вообще справляться, исправлять. Может, я что-то делаю не так. Если вы знаете, как двигать пальцы, чтобы они выглядели приличнее, расскажите. Я буду рада. И все зрители тоже. И вот таким вот способом мы двигаем пальчик. Он не хочет подниматься. Так. Думаю, нужно тогда этот палец поднять. Так же, как вы заметили, кости просвечивают сквозь пальцы, и бывает сложно понять, какую кость мы двигаем и куда. Поэтому обязательно просматривайте в игре, как это выглядит непосредственно на самом аватаре. По-моему, получилось неплохо, но палец немножко уехал. Он немножко вывихнутый, и нам нужно это исправить. Я его перекрутила сильно. Примерно так должно помочь. Отлично. Думаю, теперь палец выглядит намного лучше. Ему уже не так плохо. Теперь я поставлю на более ускоренный вариант и попробую подвигать все пальчики.
Итак, дорогие друзья, после долгих стараний я наконец-то нашла идеальный вариант для данной позы. Я вам очень советую отходить всегда от вашего референса, потому что идеально повторить вы его все равно не сможете. Если кому-то удастся повторить свой референс практически до зеркального отражения, то я за вас очень рада и даже завидую. Но на самом деле это сделать очень сложно. К тому же, даже если вы сможете повторить позу в SL, она не обязательно будет выглядеть так же прикольно и классно, как на картинке или фото, которое вы взяли за подсказку себе. Поэтому всегда есть этап, когда вы начинаете творить уже самостоятельно, что-то править, что-то переделывать, переставлять руки, ноги, отражать, в общем, включать свою фантазию и думилку. Сейчас я хочу сказать вам еще один момент. Как вы заметили, я анимировала только руку, и над остальной частью тела вообще не работала. Поэтому персонаж стоит как вкопанный столбом. Это выглядит довольно нехорошо. Поэтому я сейчас покажу вам, как сделать анимацию только на определенную часть тела. То есть, чтобы мы могли сделать персонажа, поставить в одну позу, например, такую, и применить анимацию руки. Получилась комбинация. Чтобы сделать такую комбинацию, вам необходимо немного кропотливой работы. Я здесь уже немножко сама потрудилась, я не хочу заново все проделывать, но покажу вам, как это сделать самостоятельно. Здесь вам нужно нажать окно анимации и вот тут найти те косточки, которые отвечают у нас за кисть, за локоть, плечо, все, что мы изменяли, все это нужно найти. Когда вы нажимаете на определенную строку, например, вот здесь, выделяется кость, которая отвечает за эту строку. Все кости, которые вы не трогали, нужно вот таким образом выключить. То есть убрать это и выключить звук. Я, правда, не уверена, что именно из этих двух параметров отвечает за отключение позы, но на всякий случай я выключила обе. Также я на всякий случай поставила замочки на все позы, которые мы правили. На всех них также стоит ключ гаечный и включен звук. Такое я проделала со всеми костями. Опорную кость даже это не кость, а опорная точка, я ее не трогала в том плане, что тоже выключила. Зажав Shift, нужно выделить каждую нужную косточку, только потом нажимаем I, Load Rock и уже экспорт. Если ваш персонаж не стоит ровно по струнке, как в блендере, значит все прекрасно, и вы анимировали только нужную часть тела. Прекрасно. Как только вы удовлетворены результатом, делаем загрузку. Я уже свою позу загрузила, поэтому могу просто вам показать эффект. Вот здесь я поставила 4 вместо 2. Это самый большой приоритет позы. Если его установить, то тогда она будет перекрывать все анимации, которые вы будете включать, что позволит вам комбинировать вот таким образом. Здесь я еще заметила один момент, что в данном случае не помешает анимировать шею и плечи тоже, потому что иначе палец проходит сквозь губы. Но это я исправлю уже сама. Если вы знаете, как убрать это покачивание в позах, буду нереально благодарна за эту помощь. Все ссылочки на мой образ, контакт, Flickr и прочие полезные ссылочки будут в описании под видео. Также я на всякий случай добавлю туда свой ник
И рекомендую писать мне в email в заметках. У меня отключена история сообщений, поэтому я могу не увидеть ваше сообщение с вопросом, поэтому пишем мне в заметочках. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, делитесь с друзьями. Всем пока, до новых встреч!